Спекуляции вокруг базы в Гюмри и большая региональная игра. Иранский кризис, фактор Азербайджана и жесткие сигналы Тегерана. На фоне стремительного роста региональной турбулентности и обострения кризиса вокруг Ирана в информационное пространство вновь целенаправленно возвращается тема, уже неоднократно использовавшаяся как инструмент давления, якобы возможный вывод 102-й российской военной базы из Гюмри. В условиях текущих процессов подобные вбросы выглядят не случайными, а встроенными в более широкую схему формирования напряженного фона вокруг Южного Кавказа. Речь идет о 102-й российской военной базе, расположенной в Гюмри. В очередной раз в публичное поле запускаются утверждения о якобы подготовке личного состава к вооруженной эскалации, саботаже взаимодействия со стороны армянской стороны, отказе от передачи информации и даже о возможной подготовке провокаций с применением беспилотников. Эти заявления, по данным источников в оборонных структурах Армении, не имеют под собой фактической основы и потому не удостоились даже формального опровержения. Примечательно, что активизация этой темы происходит именно сейчас, одновременно с резким ухудшением ситуации вокруг Ирана, приближением парламентских выборов в Армении и общим кризисом прежних механизмов региональной безопасности. В этом контексте попытки представить Армению как потенциальный источник нестабильности выглядят как заранее выстроенная проекция, призванная переложить ответственность за возможные сценарии эскалации. Особую тревогу вызывает стремление связать тему базы в Гюмри с иранским направлением, вплоть до утверждений о якобы возможных ударах по Ирану или участии третьих сторон в подготовке провокаций. Тем самым Армения искусственно встраивается в геополитические конструкции, которые не соответствуют ее реальным интересам и объективной логике происходящего. И самое примечательное то, что в этом направлении действуют так называемые российские друзья Армении, которые на деле никакие не друзья Армении, а также армянские пророссийские телеграм-каналы, активно работающие против правительства страны. Тем временем сам Иран переходит от сдержанных сигналов к более жесткой и прямой риторике в адрес соседей. В Тегеране подчеркивают, что не рассматривают Азербайджан как противника и не имеют проблем с азербайджанским народом или государством, однако одновременно дается понять, использование территории Азербайджана для действий против Ирана будет расценено как прямая угроза национальной безопасности. Эту позицию предельно четко сформулировал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, заявив, что Тегеран не ищет конфронтации, но в случае выявления заговора или атак с территории соседнего государства Иран примет меры. Эти слова стали важным маркером того, что иранская сторона больше не ограничивается дипломатическими формулировками и переходит к языку прямых предупреждений. Параллельно иранские военные и связанные с ними источники усилили давление в информационном поле, прямо указывая на присутствие на территории Азербайджана структур, связанных со спецслужбами США и Израиля. В этих сигналах подчеркивается, что у Тегерана имеются точные данные о местах дислокации иностранных агентов и инфраструктуры, а Баку настойчиво предлагается, пока не поздно, избавиться от внешних разведывательных сетей, чтобы не подвергать риску собственную безопасность. При этом Иран подчеркивает, что не рассматривает азербайджанское государство, его армию или население в качестве целей. Речь, по утверждению Тегерана, идет исключительно о внешних структурах, использующих территорию страны как плацдарм для действий против Ирана. Такой акцент придает иранской позиции подчеркнуто адресный и политически выверенный характер. Отдельного пояснения требует турецкое направление. Несмотря на сообщения о ракетных инцидентах и перехватах, Анкара и Тегеран официально подчеркивают отсутствие прямого вооруженного столкновения между Ираном и Турцией.
Речь идет о непреднамеренных инцидентах на фоне общей эскалации, которые Турция расценивает как недопустимые нарушения своего воздушного пространства, но не как целенаправленную атаку со стороны Ирана. Это принципиально важный момент, который нередко искажается в информационном поле. На этом фоне линия Азербайджана выглядит многослойной. С одной стороны, Баку демонстрирует готовность к диалогу, направляет гуманитарную помощь Ирану и поддерживает контакты на уровне президентов. С другой, усиливается политическая и информационная поддержка со стороны США, а также фиксируются логистические и военные сигналы, которые в совокупности создают ощущение постепенного втягивания Азербайджана в более широкий геополитический контур. Роль Вашингтона в этой конфигурации подчеркивается все более жесткой риторикой Дональда Трампа. Его заявления в адрес Ирана, включая прямые угрозы разрушительных ударов в случае блокирования энергетических маршрутов, фактически снимают дипломатические полутона. Центральным элементом этой риторики становится Ормузский пролив, стратегический узел глобальной энергетики. Фактически дается понять, что любые действия Ирана, способные повлиять на транзит через Ормузский пролив, будут рассматриваться как повод для масштабного силового ответа. Это автоматически повышает ставки для всех государств региона, включая Азербайджан и Турцию, которые оказываются втянутыми в конфигурацию, выходящую далеко за рамки локального конфликта. Дополнительным фактором эскалации становится заявление иранской стороны о том, что, по имеющимся у нее данным, США рассматривают и готовятся к началу наземной военной операции против Ирана. В Тегеране подчеркивают, что возможный сценарий включает не только воздушные и ракетные удары, но и ввод сухопутных сил. Представители иранских вооруженных структур заявляют о готовности к длительному и масштабному противостоянию в случае реализации такого сценария. В итоге складывается цельная картина, в которой слухи о выводе базы в Гюмри, жесткие заявления Али Лариджани, давление на Азербайджан по линии иностранных спецслужб, ультимативная риторика Трампа и сообщения о возможной наземной операции США против Ирана образуют не хаотичный поток новостей, а взаимосвязанную систему сигналов. Эти сигналы последовательно расширяют зону нестабильности от Южного Кавказа до Персидского залива. И чем настойчивее в публичное пространство возвращаются старые и уже опровергнутые спекуляции, тем отчетливее встает главный вопрос – кому выгодно искусственно связывать Армению, Азербайджан и Иран в единый узел кризиса и шаг за шагом подталкивать регион к новому витку большой войны? Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости Южного Кавказа и Ближнего Востока.